Да ладно тебе, Сережка, не расстраивайся. В этот раз пасочницу ты собрал правильно. Буквы в правильную сторону. Да. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня сразу 2 рецепта вкуснейшей творожной паски, от которой в восторге все и взрослые, и дети, потому что нежно, вкусно и ароматно. Начнем. Берем вкусный жирненький творог. У меня здесь 450 граммов. Сюда добавляю 70 граммов сливочного мягкого масла, 100 миллилитров сгущенного молока. Можно заменить на сахар. Но со сгущеночкой, друзья, совсем другое дело. Щепоточку соли. Я в этот раз добавлю ароматизатор ром. Кстати, мне очень понравилось сочетание ром, творог и изюм. Попробуйте. Можно заменить на ваниль. Кому как больше нравится. Также, друзья, мне понадобится 1 апельсин. Снимаю цедру, желтенькую часть. Она тоже пойдет в паску немножко попозже. Будет достаточно. И сейчас возьму чуть меньше половинки апельсина и выдавлю сок прямо сюда. Миллилитров 100 получится. И кислинка приятная будет, и аромат. И это, друзья, облегчит работу блендеру. Сережка, как вкусно апельсин с ромом. Пахнет. Вообще так приятно пахнет. Такое сочетание неожиданное. Апельсин и ром. Вообще класс. О, всю эту красоту сюда. А сейчас берем погружной блендер и все хорошенечко измельчаем в пышную массу. Из-за того, что здесь у нас сок, нам это будет сделать проще. Ух, класс! Когда масса стала вот такой вот однородной, прямо маслянистая. Пробуем на вкус. Во! Сережка, вкуснятина неимоверная. Убираю блендер. Добавляю в творожную массу цедру апельсина. И хорошо перемешиваю. Посмотрите, какая красота! Знаю, что в такие рецепты добавляют желатин, чтобы хорошо держалась, нарезалась. Но я, друзья, этого не делаю. Я люблю натуральный вкус, нежный, тающий во рту. Попробуйте, это очень вкусно. Какая нежная масса. Чем-то похожая на мороженку, да? Да, есть такое. И вкусная, ароматная. Ну все. Осталось, друзья, дело за малым. Берем тарелку, пасочницу. У меня объем 600 граммов. Ставлю ее верхушечкой вниз. Следите, чтобы она была правильно собрана. Потому что мой любимый муж решил поспорить со мной. Ну, с кем ты споришь, Сережка? Есть правильный вариант. Вообще, Даша. Ладно, марля у меня в 2 слоя. Я ее намочила. Влажненькая такая. Сейчас красиво выкладываю, чтобы был четкий рисунок. Лишнюю марлю я убираю так вот в уголки. Угу. Я думаю, здесь все более чем понятно. Берем нашу творожную массу и выкладываем в форму. Хорошо прижимаю, прямо утрамбовываю. Сейчас прикрываю краешками. Вот так. Сверху небольшой грузик. Этого будет достаточно. И убираю на ночь в холодильник. Опа! Все, до утра. Поехали. А сейчас вторая паска. В прошлом году я делала с черной смородиной, а в этом году решила с вишней. 200 граммов замороженной вишни выкладываю в сотейник прямо с соком. Сюда же добавляю 40 граммов сахара и ставлю на огонь. Постоянно помешивая, прогреваю хорошо вишню, чтобы растаял сахар, она пустила соки и все вместе объединилось. Как только увидела первые признаки закипания, снимаю с огня и измельчаю погружным блендером. Аккуратно, горячо. Готово. В отдельной мисочке 15 граммов крахмала, у меня кукурузный. Добавляю примерно 1 столовую ложку воды и перемешиваю, чтобы он растворился. Выливаю смесь к вишням и при этом перемешиваю венчиком. Тонкой струйкой. Снова ставлю на огонь. И постоянно помешивая, довожу до кипения. Хорошо-хорошо прогреваю, чтобы крахмал заварился. Если вас смущают фрагменты вишни, можно перетереть ее через сито.
так интереснее, на зубок как попадет ягодка. Вкусно. Ой. Как только масса начала закипать, видно, что происходит, да? Она такая густая-густая. Выдерживаю еще хотя бы 15-20 секунд, чтобы хорошо-хорошо заварился крахмал. Не было его привкуса потом в готовом блюде. Все, выключаю нагрев. И еще несколько секунд буду вот так вот перемешивать, потому что сотейник нагрелся. Все, вот такая вот фруктовая, вкусная добавка готова, друзья. Оставляю на плите. Венчик здесь же оставляю. Время от времени буду перемешивать, чтобы не образовалась пленочка. Ну а я займусь остальными ингредиентами. Понадобится 600 граммов творога. Чем вкуснее, жирнее творог, соответственно, и паска получится вкуснее. Сюда добавляю 90 граммов мягкого сливочного масла, полбанки сгущенного молока. Это примерно 150 миллилитров. Конечно же, можно заменить на сахар, но с молочком вкуснее, друзья. Ваниль по вкусу. И все это дело нужно хорошо измельчить погружным блендером или перетереть через сито, друзья. Изначально творог, а потом уже добавить все остальные ингредиенты. Поехали. Все, друзья, я думаю, достаточно. Пробую. Во, как же это вкусно! Какая ароматная часть. Сейчас визуально делю пополам. И одну из половинок перекладываю в другую миску. И к ней добавляю нашу остывшую вишневую вкусняшку. И перемешиваю. Как красиво, а? А как это вкусно! Ну все, можно собирать нашу паску. Пасочница. Беру марлю в 2 слоя. Я ее вот так вот собираю, мне так удобнее, друзья. Опускаю и начинаю укладывать ее красивенько. Оборочку делаю в уголках. Форму переставляю в миску. И начинаю, друзья, вытворять. Беру часть вишневой массы, выкладываю на низ. Все, красота. И распределяю ложечкой, хорошо уплотняя. Сейчас берем светлую часть. Выкладываю сверху. Давай. Побольше. Конечно же. Побольше. Вот так вот. Снова ложкой все уплотняю. И сверху нашу вишневую часть. Тоже немножко оставлю. Ты гляди, как все четко получилось. Все как раз. Угу. Мне только одни ложки осталось пооблизывать. Сейчас заворачиваю краешки. Какая будет вкуснотища у нас, друзья. Понадобится небольшой грузик. Сверху тарелка. И Сережкина этот инструмент. Это рулетка вообще называется. Все равно. Убираю в холодильник. Часиков так на 12, друзья. Все. До утра. Ставьте лайки, друзья. Ну как, вкусно? Сережка, у тебя, как всегда, вся моська в сладостях. Ты как мала дитина, честное слово. Реально вкусно. Конечно, вкусно. А что же это? Творожок с этими. Вот это с вишнями вообще вкусно, а? Да. Давай, поправляйся. Так что это для тех, кто спрашивает, что вы делаете, что так много едите вкусняшек и остаетесь стройными. Я сжигатель жира и вешу 80 килограмм. На тебе твои эти, их мыть даже не надо. Ну, мыть все равно тебе, любовь моя. Ну вкусно же, да? Вкусно. Моську вымой. Сережка. Получишь. Моется, моется. Молодец. На следующий день уже можно пробовать нашу творожную паску. Переворачиваю. Ой, тут уже видно, что все прекрасно. Снимаю формочку. Опа! Посмотрите, какая красота. Думаю, что-то не то. Думаю, что-то не то. Надо же убрать марлю. Опа! Вот такая вот красота, друзья. Та-дам! И вот так вот берем и красивенько отрезаем ножиком. Опа! Посмотрите, какая красотка. Посмотрите, друзья, какая красотка. Класс? Класс.
И вторую уже можно пробовать. Ну смотри, Сережка, видишь, как в этот раз ты хорошо собрал формочку? Да, и все на месте. Вот, а ты расстроился. Посмотрите, друзья, какая красота. По желанию, конечно же, можно ее украсить. Но нам и так красиво и вкусно. Все-таки все гениальное просто. Давайте же, друзья, попробуем это чудо. Берем нож и отрезаем кусочек. О, посмотрите. Прекрасно держит форму. И без всякого там желатина. Зато натура. Это очень вкусно. Попробуйте вкус ром и апельсин. Во. Класс. Сережка, обалденно. Давай тебе ложечку. Давай. Конечно же, по желанию можно добавить изюм, орешки, как-то украсить. Нам не без этого красиво и вкусно, правильно? Правду говорю, Сережка? Что детский сырок. Да, как детский сырок, нежный, просто тает во рту, очень ароматный, в меру сладкий, поэтому если любите сладкое, больше сгущеночки можно добавить. Во. Ну а я пожелаю мир вашему дому, счастья, благополучия семье. Да. Пусть Боженька нас всех бережет. Лаки ест витаминку, да? Листик салата Лаки ест. И быстренько, чтобы никто ж не забрал. Да? Дать еще? Листик салатика даст? Держи. Ау! Палец мне укусил. Вкусно? Не очень, скажи, да? Я же собака, а не травоядная корова. Не нравится. Сейчас будет раскидывать. Не съел. Ну, скажи, больше ничего не даете, конечно же, съем. Не нравится? Съел. Вкусно? Чему красивая собака такая. Послушный такой хлопец. Да? А у нас на завтрак будут вот такие вот красивые бутербродики. И вчерашний суп овощной. Ну, так захотели. Всем хорошего дня.